Я приветствую всех, кто меня смотрит, и вы на канале «Все вяжу Надежда». В этом видео я покажу, как я вязала вот такой вот жакетик. Жакетик связан крючком, регланом сверху, от горловины. В жакетике коротенькие рукава, ну не совсем короткий, но средний такой рукав. V-образный вырез горловины. И в длину, он весь, конечно, у меня не входит, в длину он у меня получился 65 сантиметров. Связан жакет на 50 размер. Все мерочки, которые получались у меня в процессе вязания, ширина, длина всех, рукава, там, горловина, в общем, полностью в процессе вязания я говорила и показывала. Дальше, что пряжи у меня ушло на этот жакетик 380 граммов, около 4 моточков. В общем, 20 грамм осталось от 4-го моточка. Вязала я крючком 1,75, пряжа Alize Diva Stretch Silk Effect. В 100 граммах здесь 400 метров. Состав этой пряжи: 8% эластик и 92% микрофибра акрил. Жакет связан полностью без швов, то есть сначала вяжется кокетка, потом соединяются полочки и спинка, потом вяжутся рукава тоже по кругу, и в конце я связала небольшую обвязку по полочкам и по низу изделия. Жакет я не отпаривала утюгом, просто постирала в стиральной машине на 30 градусов и высушила просто в вертикальном положении, не в горизонтальном, как обычно. Обычная стирка, обычная сушка. Ну все, по жакету я все сказала. Значит, 50 размер, 380 граммов, крючок 1,75. Пряжу тоже сказала. Теперь предлагаю вам посмотреть сам процесс вязания этого жакета. Так, перед началом работы необходимо связать образец. Узор этот я взяла из видео на мамочкином канале. Там связана безрукавка с капюшоном. И на моем канале уже есть видео по этому узору. Я связала его из более толстой пряжи, потому что на тоненькой, может быть, плохо будет видно. Ну, кому будет плохо видно или что-то непонятно, ссылочка под этим видео и в подсказках на видео по этому узору будет. Значит, так, схемы нету. Там, откуда я взяла из того видео, там тоже нету схемы, поэтому я ее нарисовала. Вот так. Если кто-то знает программу, в которой можно создавать схемы крючком, то я буду очень благодарна, если вы дадите мне ссылочку. Я пока рисую так. Ну, я думаю, здесь и так все понятно. Значит, раппорт узора состоит из 6 петель в ширину и 4 ряда в высоту. Для образца я наберу 3 раппорта по 6 петель. Это 18 петель плюс 1 петля для симметрии, и всего 19 петель. Так, я набрала цепочку из 19 петель и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд это будет чередоваться 3 столбика с одним накидом, между ними 3 воздушные петли, а по краям ряда будет по 2 столбика с одним накидом. Первый столбик с накидом заменяют 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 1 столбик с одним накидом вяжем. Дальше чередуем. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли цепочки. В 4-ю вяжем столбик с одним накидом.
следующую петлю еще один столбик с одним накидом. И в следующую третий столбик с одним накидом. Три воздушные петли. Снова пропускаем 3 петли цепочки. Вяжем столбик с одним накидом. В следующую петлю еще один столбик с одним накидом. И в следующую третий столбик с одним накидом. Три воздушные петли. Пропускаем 3 петли цепочки. Раз, два. И провязываем 2 столбика. Значит, один, и в следующую петлю еще один. Второй ряд будет состоять из веерочков. Веерочки будут провязываться над 3 воздушными петлями предыдущего ряда. По краям ряда столбик столбик без накида. Второй ряд. 1 воздушная петля. В эту же петлю столбик без накида. И дальше вот в эти вот отверстия я буду провязывать веерочки. Прям под воздушные петли. 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И сюда же 3 столбика с одним накидом. Следующее отверстие точно такой же веерок. 3 столбика с одним накидом. 2, 3, 2 воздушные петли. И сюда 3 столбика с одним накидом. Третье отверстие то же самое. 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И сюда же 3 столбика с одним накидом. В конце ряда, вот первый был, 3 воздушные петли заменяли первый столбик с одним накидом, в третью воздушную петлю провязываем столбик без накида. Все 2 ряда связано. Третий ряд будет состоять опять из троечек. По краям будет по одному столбику с накидом. Троечки, между ними по 3 воздушные петли. Делаем 3 воздушные петли, которые будут заменять один столбик с одним накидом, и еще 3 воздушные петли, которые будут между троечками. И в серединку каждого веерочка будет провязываться 3 столбика с одним накидом. Вот где была середина, 2 воздушные петли, сюда провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. В серединку следующего веерочка также 3 столбика с одним накидом. 2, 3. 3 воздушные петли. В
следующий веерочек в серединку также 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. В конце ряда также 3 воздушные петли и в столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Четвертый ряд будут опять веерочки, которые провязываем вот в эти отверстия, которые образовываются за счет провязывания 3 воздушных петель. Здесь в начале ряда будет по одному столбику с накидом, но в первые отверстия будут провязываться по половинке веерочка, то есть только 3 столбика с одним накидом. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли, заменяющие один столбик с одним накидом, и в первое отверстие вяжем половину веерочка, 3 столбика с одним накидом. 3. В следующий вяжем уже полный веерок. 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. В следующую тоже полный веерок вяжем. 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Последнее отверстие провязываем половину веерочка, 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И в третью воздушную петлю цепочки предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Вот все 4 ряда связаны. И теперь я сейчас покажу еще раз первый ряд. Он такой же, как вот этот ряд. Только здесь мы набирали, вернее, провязывали в цепочку наборную, а здесь уже как в узор. Я сейчас покажу. А вяжется он точно так же. Троечки, между ними по 3 воздушных петли. По краям по 2 столбика с одним накидом. Значит, тут повторяем первый ряд. 3 воздушные петли, заменяющие первый столбик. И в первый из 3 вот этих столбиков провязываем столбик с одним накидом. Затем 3 воздушные петли. И в серединку веерочка 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. 3 воздушные петли. В серединку следующего веерочка провязываем снова 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. В третий столбик из половинки веерочка провязываем 1 столбик с одним накидом. И в третью воздушную петлю провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Вот получается 1, 2, 3, 4, теперь опять 1, и дальше пойдет 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Это схема вязания прямого вязания. Когда сейчас будем вязать кокетку, которая вяжется сверху, там будет чередоваться всего 2 ряда. Ну, то есть здесь по сути и так всего 2 ряда чередуются, то есть ряд с троечками, ряд с веерочками, ряд с троечками, ряд с веерочками. Разница только в начале и в конце ряда.
потому что оно вяжется в шахматном порядке, и, соответственно, узор смещается, и начало ряда немножко разное. А так чередуется всего 2 ряда. Сейчас будем вязать кокетку, все будет понятно. Вам необходимо измерить свой образец и определиться, сколько у вас сантиметров в одном, в 2 или в 3 рапортах, как вам удобно, так и мерите. Я померила, что у меня в 3 рапортах 5 сантиметров. И теперь сделаю расчет. Расчет буду делать так. Вот как у меня было на предыдущей, вернее, моей кофточке или жакете. Я измеряю ширину горловины по спинке. Вот какую я хочу ширину горловины, вот именно от нее я буду делать расчет. Я померила, здесь у меня... Так, сколько там у меня было? Сейчас еще раз померю. Здесь у меня 16 сантиметров. В этот раз я хочу сделать немножко поуже, чтобы была горловинка. И рассчитаю, исходя из 14 сантиметров. Так. Значит, в 3 рапортах. Сейчас. В 3 рапортах у меня 5 сантиметров. Я хочу, чтобы у меня, вернее, хочу рассчитать, сколько мне нужно рапортов набрать на 14 сантиметров. Значит, я 3 делю на 5 и умножаю на 14. У меня получилось 8,4 рапорта. Я возьму 8 рапортов и теперь рассчитаю так. На спинку, значит, я уже поняла, что мне нужно 8 рапортов. На рукава нужно вот это количество, которое получилось по спинке, разделить на 2. И на каждый рукав набираем по 4 рапорта. Кроме того, у нас будут регланные линии. На каждую регланную линию нужно набрать по 2 петли. Учесть это при расчете, что на каждую регланную линию еще будет по 2 петли. И на полочке мы оставляем по 1 еще петле. Вернее, набираем, а не оставляем. Пока по 1 V-образная горловина, полочка будет прибавляться. По 1 петле, значит. Теперь считаем, сколько нужно всего набрать. С учетом того, что по узору нам необходимо набирать количество рапортов и плюс 3 петли для симметрии узора. Объясняю почему. Если считать, что раппорт 6 петель, в 6 петель входит 3 столбика с накидом и 3 воздушные петли. Значит, если мы будем считать только так, 3, 3, 3, 3, ну то есть 6 петель повторять, то мы закончим 3 воздушными петлями. А для симметрии нам нужно набрать еще 1 элемент. Значит, набираем количество раппортов, умножаем на 6. Вот спинка. Я определилась, что у меня будет 8 раппортов. Умножаю их на 6. И плюс 3 петли для симметрии. Получается 51 петля. На рукава у меня получается 4 раппорта. Умножаю их на 6 петель. И плюс 3 для симметрии. Это получится 27 петель. Ну, так как у меня рукава 2, умножаю их на 2, получаю 54 петли будут рукава. Дальше. Регланная линия. Регланных линий будет
4. Каждая из них по 2 петли, как я сказала. Значит, всего 8 петель. На полочке оставляем, набираем по 1 петле. Полочки у нас 2, значит, всего 2 петли. Прибавляем 54 петли спинки плюс 54 петли рукавов плюс 51 петля спинки плюс 8 петель на регланной линии и плюс 2 петли на полочке. Получается, что мне нужно набрать 115 воздушных петель для начала вязания. Точно так же вы делаете по своему образцу, сколько вы хотите, 14, 16, 18, насколько вы хотите, чтобы ваша горловина была широкая. Я нарисовала вот такую схему начала вязания. И в этой схеме я обозначила синим. Это линии реглана. Вот регланные линии. Зеленым цветом это вот я написала рукава и спинка. Вот так вяжутся. И красным это полочка. Вот это 1 петля, которую мы рассчитывали, что после регланной линии 1 петля на полочку. Вот с этой 1 петли начинает расти эта полочка и образуется V-образный вырез горловины. Вот растет полочка. Сейчас я буду провязывать это и буду показывать. Значит, вяжется первые 8 рядов вот с прибавлениями, а дальше на протяжении всех прибавлений повторяются вот эти 7 и 8 ряд. Ну, я тоже это объясню еще. Значит, что здесь, на что нужно обратить внимание? Линия реглана включает в себя вот такой веерочек. Веерочек состоит из 3 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с 1 накидом. Каждый раз вот такой веерочек. Но в начале, в первых 2 рядах, по краю, вот именно со стороны полочки, будет провязываться неполная регланная линия, вот неполный регланный веер. Сначала, так, я сейчас вот тут дорисую, 2 воздушные петли не дорисовала, сейчас дорисую. Со стороны рукава будет провязываться полная половинка, а со стороны полочки сначала 1 столбик, в следующем 2 столбика, и с 3-го ряда уже будет идти полный регланный вот этот веер. А по остальному полотну, по рукаву, по спинке и так далее, будет провязываться сразу с 1-го ряда полный регланный веерочек. Сейчас буду показывать. Я начала уже вязать. Образец я буду показывать на уменьшенной копии, но сейчас все буду объяснять. По нашим расчетам я набрала, по моим, вернее, расчетам, я набрала на спинку 8 раппортов, на рукав по 4 раппорта. И на полочку у меня была 1 петля. Вот теперь, чтобы было наглядно понятно, что я сейчас показывала на схеме, вот эта часть это то, что красным. Вот это то же самое. Вот с 1 петли у меня начала расти полочка, и вот она стала такая. Значит, вот эта полочка, вот начальная 1 петля. Дальше вот так разверну. Идет рукав. Вот здесь у меня 4 раппорта я набирала. Вот он увеличивается. Дальше спинка, вот регланные линии. Дальше идет 2-й рукав, вот регланные линии. И 2-я полочка. Вот здесь была тоже сначала 1 петля возле регланной линии. И вот здесь
Если посмотреть, вот в первом ряду я провязывала неполную регланную линию, вот один столбик, во втором ряду 2 столбика, справа 3, слева 2, и в третьем ряду уже идет по 3. И дальше вся регланная линия идет полный веер. Значит, как я сказала, я рассчитала, у меня 8 на спинку по 4 раппорта на рукава. В образце я буду вязать уменьшенную копию, чтобы было быстрее и понятнее. Я наберу не 8, а 4 раппорта на спинку и не 4, а 2 на рукава. А здесь на регланной линии, на полочку также точно по одной петле на полочку и по 2 на каждую регланную линию. И так буду показывать. Вы набираете ваше количество по вашему расчету. Если у вас руки полные или размер побольше, то лучше не из расчета 14 сантиметров рассчитывать здесь, а 16-18 сантиметров. Итак, набираем цепочку из воздушных петель. По своему расчету я на свой жакет набирала 115 воздушных петель. Здесь набрала 67, так как у меня, как я сказала, будет в 2 раза меньше раппортов. Значит, набрали цепочку и начинаем вязать. 3 воздушные петли, заменяющие первый столбик с одним накидом. Делаем накид и в 4-ю петлю от крючка провязываем 1 столбик с одним накидом. Это начинается уже неполный регланный веер. Вяжем 1 столбик, 2 воздушные петли и в следующую петлю провязываем вторую часть регланного веера, 3 столбика с одним накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Вот я провязала 1 столбик с накидом и неполный регланный веер. Дальше вяжем раппорты рукава. У меня на образце их будет 2, как я сказала. Начинается 3 воздушные петли, 3 петли цепочки пропускаем, в 4-ю 1 столбик с одним накидом, в следующую петлю 2 столбик с одним накидом и в следующую петлю 3 столбик с одним накидом. Вот я провязала 1 раппорт. Теперь 2. 3 воздушные петли, пропускаю 3 петли цепочки, в 4-ю вяжу столбик с одним накидом, в следующую петлю вяжу 2 столбик с одним накидом, в следующую 3 столбик с одним накидом. Вот 2 раппорта. В конце рукава, так же как в начале, 3 воздушные петли, 3 петли цепочки пропускаем и в 4-ю начинаем вязать уже регланный веерок, который будет разделять рукав и спинку. В 4-ю петлю провязала 1 столбик с одним накидом, сюда же вяжем 2 столбик с одним накидом и сюда же вяжем 3 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, и в следующую петлю провязываем тоже 3 столбика с одним накидом. Один,
второй и сюда же третий. Вот тут в 2 петли я связала регланный веер. Дальше вяжем раппорты спинки. Здесь у меня их будет 4. Точно так же, как на рукаве. Начинаем с 3 воздушных петель. Пропускаем 3 петли цепочки и в 4-ю провязываем столбик с одним накидом. В следующую петлю 2 столбик с одним накидом. В следующую петлю 3 столбик с одним накидом. 1 раппорт по спинке провязан. Продолжаем. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли цепочки. 4-ю столбик с одним накидом. В следующую петлю 2 столбик с одним накидом. И в следующую петлю 3 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. 3 петли цепочки пропускаем. В 4-ю вяжем столбик с одним накидом. В следующую петлю 2 столбик с одним накидом. В следующую петлю 3 столбик с одним накидом. Это у меня 3 раппорта спинки. У меня их будет 4. Еще 1. 3 воздушные петли. 3 петли пропускаем. В 4-ю провязываем столбик с одним накидом. В следующую петлю 2 столбик с одним накидом. И в следующую петлю 3 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли цепочки. В 4-ю вяжем регланный веер. 1 столбик с одним накидом. Сюда же 2 столбик с одним накидом. Сюда же 3 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. В следующую петлю провязываем еще 3 столбика с одним накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Вот я провязала 4 раппорта по спинке. Дальше 2 рукав. 2 раппорта у меня будет здесь. 3 воздушные петли. 3 петли цепочки пропускаю. В 4-ю вяжу столбик с одним накидом. В следующую петлю 2 столбик с одним накидом. И в следующую петлю 3 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. 3 петли цепочки пропускаю. В 4-ю провязываю столбик с одним накидом. В следующую петлю 2 столбик с одним накидом. И в следующую 3 столбик с одним накидом. 2 раппорта рукава провязаны. 3 воздушные петли. 3 петли цепочки пропускаю. И провязываю неполный регланный веер. 1 столбик с одним накидом. 2 столбик с одним накидом. И 3 столбик с одним накидом. В эту же петлю. Две воздушные петли. В следующую петлю вяжем только 1 столбик с одним накидом. Вот этот наш неполный регланный веер. В следующую петлю провязываем 1 столбик с одним накидом. Этот столбик полочки. Все, первый ряд у меня готов. Вот рукав 2, 4 спинка, 2 рукав и 1 столбик пока на полочке. Дальше второй ряд. Начинается и заканчивается он также с одного столбика. Вот этот столбик
всегда будет в начале и в конце ряда провязываться. Я буду называть его крайний столбик. Дальше. Регланная линия у нас также с одной стороны пока еще будет со стороны полочки неполный регланный веер. Со стороны рукава он будет полный, 3 столбика, здесь будет 2 столбика. А между крайним столбиком уже на полочку добавляется 1 воздушная петля. Этот ряд – это ряд с веерочками. Вот сейчас мы провязали первый ряд. Это ряд с троечками, второй ряд – ряд с веерочками. Они будут чередоваться. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, заменяющие крайний столбик. Разворачиваемся. И в серединку под вот эту, одну воздушную петлю, которую на полочку по схеме делаем. И вот в эту воздушную петлю, серединку неполного нашего регланного веера провязываем 2 столбика с одним накидом, 1, сюда же второй, 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика с одним накидом, 1, сюда же второй, сюда же третий. Вот провязали крайний столбик, 1 воздушная петля и неполный регланный веер. Дальше идет ряд с веерочками. В ряду с веерочками в каждую арочку из 3 воздушных петель провязываем веер. Сейчас их здесь 3 на рукаве у меня. В зависимости от того, сколько раппортов. Если 2 раппорта, то 3 арочки. Если 3 раппорта, то будет 4 арочки, соответственно, и так далее. Провязываем в эту арочку веер. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И сюда же еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Вот мы провязали веер. В следующую арочку вяжем точно такой же веерок. 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. 2 воздушные петли и под эту же арочку 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Следующая арочка, опять провязываем веер. 1 столбик с одним накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И вот регланная линия. Если вам трудно запоминать, то в регланные линии можно маркеры повесить. Но их хорошо видно. Вот регланная линия. В центр регланной линии вяжем регланный веерок. 3 столбика с одним накидом. В центр. 2 воздушные петли. Сюда же 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Вот регланная линия. Дальше по спинке идут такие же арочки из 3 воздушных петель. В них точно так же провязываем по веерочку. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика с одним накидом. В следующую арочку, следующий веер. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом, 2 воздушные петли, сюда же еще 3 столбика с накидом.
следующую арочку, следующий веер. 3 столбика с накидом. Две воздушные петли, сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующую арочку такой же веер. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 2 воздушные петли. Сюда же 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. Еще одна арочка перед регланным веером. В нее также провязываем веер. 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Дальше идет регланная линия. В нее тоже провязываем веер в центр. 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Вот регланная линия и вот регланная линия. Дальше рукав. По рукаву также в каждую арочку вяжем веерочек. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 2 воздушные петли, сюда же 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. В следующую арочку такой же веерочек. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 2 воздушные петли, сюда же 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. И в следующую арочку перед регланной линией 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 2 воздушные петли, сюда же 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик. Это рукав. И дальше идет регланная линия неполная, которая в конце и в начале ряда. В нее провязываем 3 столбика, 2 воздушные петли и еще 2 столбика. То есть симметрично началу ряда. Теперь делаем одну воздушную петлю, которая у нас уже идет добавленная на полочке, и в 3-ю воздушную петлю предыдущего ряда провязываем 1 столбик с накидом. Рукав, спинка, рукав, вот полочки. Дальше 3-й ряд. В 3-м ряду также вяжем крайний столбик в начале и в конце ряда. На полочку уже под вот эту воздушную петлю, которую мы сейчас добавили, провязываем вот такую галочку: столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И дальше уже идет полный регланный веер. Как я сказала, первые 2 ряда он идет не полный, а здесь уже полный, так как и по всей ширине. И дальше он уже будет идти полный. Этот ряд идет ряд с троечками. То есть первый ряд троечки, второй веерочки, следующий троечки, следующий веерочки. Вяжем 3-й ряд с троечками. Три воздушные... Да что такое? 3 воздушные петли подъема, заменяющие крайний столбик.
И вот здесь у нас была одна воздушная петля, которую мы набирали перед крайним столбиком. В нее провязываем один столбик с одним накидом, воздушная петля, не в нее, а под нее, и сюда же один столбик с одним накидом. Вот. Дальше идет реглан, в него провязываем веерок. Один столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом. 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика, 1, 2, 3. Все, здесь у нас уже регланная линия полная. Дальше вяжем рукав. Рукав – это ряд с троечками, как я сказала, в каждый веерок, в центр каждого веерочка провязываем по 3 столбика с одним накидом, по краям от этих 3 столбиков все время 3 воздушные петли. 3 воздушные петли, центр веерочка 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. 3 воздушные петли, центр веерочка 3 столбика, 1, 2, 3. 3 воздушные петли, центр веерочка 3 столбика, 1, 2 и 3. 3 воздушные петли, и здесь уже регланная линия. Вот я провязала троечки, между ними по 3 воздушные петли в начале и в конце, то есть после регланной линии 3 воздушные петли и перед регланной линией 3 воздушные петли. В регланную линию вяжем веерок. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 2 воздушные петли, сюда же 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. Дальше по спинке вяжем троечки. 3 воздушные петли, центр веерочка провязываем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. 3 воздушные петли, центр веерочка 3 столбика, 1, 2, 3. 3 воздушные петли, центр веерочка 3 столбика, 1, 2, 3. 3 воздушные петли, центр веерочка 3 столбика, 3 воздушные петли, центр веерочка 3 столбика, 1, 2, 3. Вот опять регланная линия у нас. Перед ней тоже 3 воздушные петли. И в регланный веер вяжем веерок. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 2 воздушные петли. И сюда же 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик. Вот спинка. Дальше рукав. Точно так же 3 воздушные петли, в центр веерочка 3 столбика, 1, 2, 3. 3 воздушные петли, в центр веерочка 3 столбика, 1, 2, 3.
3 воздушные петли, в центр веерочка 3 столбика, 1, 2, и 3. Вот регланная линия последняя, 3 воздушные петли и в регланную линию вяжем веерок, 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 2 воздушные петли, сюда же 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик. Дальше вот здесь, где была добавлена воздушная петля по полочке, в нее вяжем так же, как в начале ряда, 1 столбик с накидом, воздушная петля, еще 1 столбик с одним накидом. И последний наш крайний столбик провязываем в 3 воздушную петлю подъема. Три ряда провязаны. Дальше 4 ряд. В 4 ряду начинается и заканчивается с крайнего вот этого столбика. И уже вот в эту галочку мы провязываем тоже веер. В эту галочку веер, потом в регланную линию веер. И во все арочки из 3 воздушных петель также провязываются веерочки. То есть этот ряд, он будет весь состоять из веерочков. Вяжем 4 ряд. 3 воздушные петли, заменяющие крайний столбик. Разворачиваемся и вот в эту галочку провязываем веер. 1 столбик, сюда же 2 столбик, сюда же 3 столбик. 2 воздушные петли, сюда же 1 столбик, сюда же 2 столбик, сюда же 3 столбик. Вот веерок. Дальше идет регланная линия. В регланную линию также провязываем веерок. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 2 воздушные петли, еще 3 столбика. 1, 2 и 3. Дальше идет рукав у нас. И также точно провязываем в каждую арочку из 3 воздушных петель, провязываем по веерочку. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. 1, 2, 3. Следующую арочку точно так же. 1, 2, 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. 1, 2, 3. Следующую арочку то же самое. 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Следующую арочку такой же веерок. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Вот на рукаве уже 3 веера. Дальше идет регланная линия. В регланную линию тоже вяжем веер. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика. Дальше идут арочки по спинке. В каждую арочку провязываем по веерочку.
3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же еще 3 столбика. Следующую арочку вяжем веер. Следующую арочку вяжем 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Следующую провязываем 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Следующую 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Еще одна арочка по спинке, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Вот эта спинка. Дальше идет второй рукав. По второму сначала в регланную линию провязываем веер. 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. И дальше по рукаву точно так же. В каждую арочку из 3 воздушных петель провязываем по веерочку. 1 столбик, 2, 3, 2 воздушные петли. Сюда же 1 столбик, 2, 3. В следующую арочку 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Следующую арочку 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Еще одна арочка перед регланной линией. 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Дальше в регланную линию провязываем тоже веерочек. Три столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Это последняя регланная линия, 4. Дальше вот в эту галочку в конце ряда, так же как в начале, в центр этой галочки провязываем веерочек. 1 столбик, 2, 3, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика. 1, 2 и 3. И в конце ряда вот этот крайний столбик в 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Вот уже идет спинка, рукава и прибавление на полочке.
Это мы провязали 4 ряда. Дальше в 5-м ряду также крайний столбик. Дальше вот в этот веер, который мы сейчас провязали, тоже веер. И дальше на высоту всей V-образной горловины вот в этот веер рядом с крайним столбиком будет вязаться вот такой же, я его буду называть тоже крайний веер. Он все время будет идти по краю рядом с крайним столбиком. Это будет так вязаться только на высоту прибавлений по горловине. Потом когда начнется прямое уже вязание, его уже не будет, но я все это покажу. Сейчас продолжаем вязать так. В этот веер всегда будет идти веер, а между этим веером и регланным веером провязываются такие же ряды, как и вяжутся они по спинке и по рукаву. Ну, сейчас я пока еще покажу, чтобы было более понятно. Значит, в 5-м ряду провязываем крайний столбик, вот этот крайний веер, 3 воздушные петли, и дальше регланная линия и ряд с веерочками, с троечками. В 5-й ряд это ряд с троечками. Так, вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли, заменяющие крайний столбик. И вот этот крайний веерочек провязываем веерок. 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше регланная линия идет, перед ней провязываем 3 воздушные петли. И в регланную линию, как обычно, вяжем регланный веер. 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Дальше вяжем ряд троечек. 3 воздушные петли. В центр каждого веерочка провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Центр веерочка 3 столбика. 3 воздушные петли. Центр веерочка 3 столбика. 3 воздушные петли, центр веерочка 3 столбика. Дальше идет регланная линия, перед ней тоже 3 воздушные петли. В регланную линию вяжем веерочек, 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика сюда же. Дальше идет спинка. По спинке также вяжем троечки. 3 воздушные петли, центр веерочка 3 столбика. 3 воздушные петли, в центр веерочка 3 столбика. 3 воздушные петли, центр веерочка 3 столбика. 3 воздушные петли, 3 столбика. 3 воздушные петли, 3 столбика. 3 воздушные петли, еще один веерок, 3 столбика. Вот регланная линия, перед ней тоже 3 воздушные петли. В регланную линию вяжем веер. 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Дальше идут петли
рукава. Вяжем точно так же 3 воздушные петли, в центр каждого веерочка по 3 столбика с одним накидом. 3 столбика, 3 воздушные петли. Центр веерочка 3 столбика. Три воздушные петли. В центр веерочка 3 столбика. 3 воздушные петли. Еще один веерочек 3 столбика. Вот идет регланный веер, перед ним 3 воздушные петли. И в регланный веер провязываем веерок. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше идет вот этот крайний веерок. Перед ним провязываем 3 воздушные петли. И в центр этого веерочка провязываем веерочек. 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. И крайний столбик с одним накидом в 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Провязали 5 рядов. В 6-м ряду также начинается крайний столбик, веерочек предыдущего ряда, такой же веерочек. А вот в арочку из 3 воздушных петель провязываем веер. И дальше ряд с веерочками. Три воздушные петли, заменяющие крайний столбик. Поворачиваем. И вот в этот крайний веер провязываем веерочек. 3 столбика. 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Дальше идет арочка из 3 воздушных петель. В нее тоже провязываем веерок. Три столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Дальше идет регланная линия. В регланную линию также провязываем веерочек. 3 столбика. 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика. Дальше идет рукав. В каждую арочку провязываем по веерочку. Ну, сейчас я уже этот ряд самостоятельно провяжу, это очень долго получается. В каждую арочку, сколько у вас их там получилось уже, провязываете по веерочку. В регланный тоже веерочек. Потом по спинке в каждую арочку веерочки, в регланный веерочек. По рукаву в каждую арочку по веерочку. И вот здесь в последнем регланном веере встретимся. Я провязала веерочки до последней регланной линии. В нее вяжем тоже веерочек. 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика.
После регланной линии идет 3 воздушные петли, арочка, в нее вяжем веер, 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Дальше идет вот этот крайний веер, в него тоже вяжем веерок, 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Последний крайний столбик в 3-ю воздушную петлю предыдущего ряда. Вот уже полочка увеличивается. Так, это 6 рядов. Дальше 7-й ряд с троечками у нас идет. Провязываем также крайний столбик, крайний веерок. А дальше уже вот в этот веер предыдущего ряда мы провязываем троечку, а по краям от нее 3 воздушные петли. Точно так же, как вяжется по спинке и по рукаву. И дальше вот будет повторяться вот этот 7-й, который сейчас провяжу, и следующий 8-й. Значит, 7-й ряд. 3 воздушные петли, заменяющие крайний столбик. В крайний веерочек вяжем веерок, 3 столбика, так, что такое? 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. И дальше вот у нас между этим крайним веером и регланной линией идет 1 веерок. В центр этого веерочка тоже уже вяжем троечку, а до нее и после нее 3 воздушные петли. 3 воздушные петли, центр этого веерочка 3 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли. Дальше регланная линия. В регланную линию вяжем веер. 3 столбика. Две воздушные петли и 3 столбика. Дальше идет рукав. В рукав провязываем точно так же ряд с троечками. 3 воздушные петли, в центр веерочка 3 столбика, 3 воздушные петли, в центр веерочка 3 столбика. То есть все вот эти ряды, они все повторяются. Ряд с троечками, ряд с веерочками. Сейчас идет ряд с троечками. Каждый нечетный ряд — это ряд с троечками. Каждый четный ряд с веерочками. И в рядах с троечками до регланной линии и после регланной линии провязывается по 3 воздушные петли. За счет этого увеличивается полотно, потому что в каждую потом арочку из 3 воздушных петель провязывается новый веер. Вот я довязала троечки по рукаву до регланной линии. 3 воздушные петли перед ней и в регланную линию веер. То есть в регланную линию всегда провязывается веер и в рядах с троечками, и в рядах с веерочками. Дальше идет спинка, точно так же провязываем троечки. 3 воздушные петли, 3 столбика в центр веерочка. Сейчас я самостоятельно этот ряд провяжу спинку,
провязывая в каждый веер по троечке, а в регланную линию веерок по краям от регланного веера по 3 воздушные петли. Точно так же рукав, центр каждого веера по троечке, между ними по 3 воздушные петли. И подключусь на последней регланной линии. Я провязала ряд с троечками. Вот она, последняя регланная линия у меня. Перед ней 3 воздушные петли в ряду с троечками. В регланную линию вяжу веер, 3 столбика, 2 воздушные петли и 3 столбика. И по полочке точно так же. 3 воздушные петли в серединку веерочка, 3 столбика, 3 воздушные петли. Дальше идет вот этот крайний регланный веер, в него вяжу веер, 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. И в конце 1 столбик с одним накидом в 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Так, это 7 рядов. Дальше 8 ряд. Крайний столбик также, крайний веер. И дальше в каждую арочку вяжем по вееру. В регланную линию вяжем регланный веер и во все арочки вяжем по веерочку. Так, 8 ряд. 3 воздушные петли, в крайний веерочек вяжем веерок, 3 столбика, 2 воздушные петли и 3 столбика. Дальше у нас перед регланной линией уже 2 арочки из 3 воздушных петель. В каждую из арочек вяжем веерок, 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Во вторую арочку также вяжем веерок, дальше идет регланная линия. В регланную линию тоже вяжем веерок. Три столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Дальше идет рукав у нас. Точно так же в каждую арочку провязываем веерочек, в регланную линию веерочек. По спинке тоже в каждую арочку веерочек, в регланную линию веерочек. И по второму рукаву то же самое. В каждую арочку по веерочку, и на последней регланной линии я подключусь. Так, ряд с веерочками провязанный. Последняя регланная линия, в нее тоже вяжу веерочек. Три столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика.
И дальше вот эти две арочки, так же, как в начале ряда было. В каждую из арочек провязываем по веерочку. Первую арочку. 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. И во вторую 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Дальше идет крайний веер, в него тоже провязываем 3 столбика, 2 воздушные петли и 3 столбика. И последний столбик, третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. И вот уже V-образная горловина начинает увеличиваться. Вот рукавчик, вот регланные линии, и вот уже полочка. Дальше будут повторяться, как я сказала уже, вот эти два ряда, 7 и 8, то есть ряд с троечками, ряд с веерочками. Каждый раз также будут увеличиваться. Здесь 2 арочки, здесь уже будет их 3, и 3 веерочка и так далее. Сейчас я на той покажу, это мне несколько рядов провязала уже. Вот здесь уже больше рядов. Вот отсюда мы сверху вяжем. Получается вот каждый раз, вот она регланная линия, каждый раз увеличивается за счет того, что между вот он идет, вот этот крайний мой регланный веер, и вот здесь идет вот этот крайний столбик. А между ними то же самое, что и между регланными линиями по рукаву и по спинке. По рукаву то же самое, повторяем. Ряд с троечками, это в каждый веер провязываем троечку, между ними по 3 воздушных петли, и по краям до регланной линии после 3 воздушные петли. А следующий ряд полностью весь с веерочками. Веерочки в каждую арочку и по веерочку в каждую реглану. Сплошные веерочки вообще. И здесь то же самое. Точно так же будет провязываться между крайним веером и регланным веером. Ряд троечки, ряд веерочки. И так провязываете до того, пока вот эти полочки не сойдутся. Вот так по регланным линиям складываете. Немножко вот так подтянуть. И пока вот здесь, я сейчас мне еще тут немножко, или 2, или 4 еще ряда провяжу, буду смотреть. Я вяжу и примеряю на себя. Немножко хочу, чтобы они вот так вот позаходили. Ну, посмотрю. В общем, я буду примерять и скажу потом, сколько в результате рядов по вырезу горловины у меня получилось. Итак, я провязала кокетку с прибавлением по вырезу горловины. И дальше я буду вязать уже по прямой. Здесь я прибавлять дальше не буду. Вот у меня полочки уже сошлись. Немножко друг на друга нашли. Вот примерно на 2 веерочка. Ширина моей полочки сейчас до середины. Так, сейчас вот так и вот так. До середины, значит, регланной линии 24,5 сантиметра.
Так, высота. Я, наверное, вот так по спинке померяю, да? 19 сантиметров. По ширине спинки от серединки регланной линии до середины следующей у меня 42,5, ну, почти 43 сантиметра. Мне этой ширины еще мало, поэтому я еще продолжу вязать кокетку, но прибавлять по горловине вот здесь я уже не буду. То есть прибавления будут только по регланным линиям, как они были, так и продолжаются. А здесь я буду вязать по схеме прямого вязания. Схема прямого вязания – это та схема, по которой мы вязали образец. Значит, начинаем прямо с первого ряда. Сейчас я это покажу, первый ряд, как начинать и как заканчивать. И дальше будет так, как образец. Второй, третий, четвертый. Если недостаточно, дальше опять первый, второй, третий, четвертый. Сейчас покажу с первого ряда, как перейти на схему прямого вязания. Так, закончить прибавление по горловине нужно рядом с веерочками. Переход на прямое вязание будет в ряду с троечками. Вот я закончила ряд с веерочками, 28 это у меня ряд от начала. И провязываю 3 воздушные петли подъема, как в первом ряду образца, как я сказала. И сюда же провяжу второй столбик с одним накидом. 2 столбика. 3 воздушные петли. И вот в этот веерочек первый провязываю уже троечку. Уже не веерочек, а троечка. Три столбика. Вот это начало первого ряда, так же как по схеме, как в образце. Троечка. И дальше пошли троечки. 3 воздушные петли, в центр веерочка провязываем 3 столбика с одним накидом. Три воздушные петли, в центр веерочка 3 столбика с одним накидом. То есть обычный ряд с троечками. До конца провязываем весь ряд с троечками в регланные линии, как обычно вяжем. Веерочек, в веерочке троечки, между ними по 3 воздушные петли. Я довязала весь ряд с троечками. И вот конец первого ряда прямого вязания. В последний веер 3 столбика, 3 воздушные петли. И вот в этот крайний веер, который шел по вырезу горловины, вяжем уже не веер, а троечку. 1 столбик, сюда же 2 столбик, сюда же 3 столбик. Затем 3 воздушные петли, и в 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, сюда же 2. Все, дальше уже вот этого крайнего веера не будет, а будет идти все по схеме прямого вязания. Сейчас мы связали вот этот ряд. Начинался 2 столбика, 3 воздушные, троечки. Вот, 2 столбика, 3 воздушные, троечки. Также точно заканчивается. Второй ряд начинается столбик без накида, веерочки. Все везде веерочки. Третий ряд 3 воздушные петли подъема, 3 воздушные петли узора, троечки, в конце также 3 воздушные петли, столбик с одним накидом. Четвертый ряд также точно 3 воздушные петли подъема, половинка веерочка в первую арочку и дальше веерочки, в конце также в последнюю арочку половинка веерочка и столбик с одним накидом в 3-ю воздушную петлю. И дальше, если вам еще нужно, то с первого ряда опять 1, 2, 3, 4. То есть это схема образца,
Как мы вязали по образцу, так ряд начинается и так же и заканчивается. По регланным линиям продолжаем, когда вяжем троечки, по краям по 3 воздушные петли. Когда ряд с веерочками, везде веерочки. И в арочки, и в регланную линию. И вот так провязываем до необходимой ширины нашего изделия. Я сейчас провяжу, сколько мне нужно будет, примеряя на себя, и скажу в сантиметрах и в рядах.